Здравствуйте, с вами Рина Преображенская с новым разговором для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Сегодня я хочу поделиться моими очередными наблюдениями нашей жизни, но о них позже. А начать хочу так. Скажите, пожалуйста, что вы делаете, когда у вас начинает глючить телефон? Начинает выдавать всякую ерунду, начинает зависать, начинает мельтешить, экран постоянно мигает, вариантов масса. Уверена, ответ очевиден. Любой разумный, имеющий телефон человек, его как минимум выключает, ждет какое-то время, а потом включает. Иначе говоря, перезагружает. Это нормально. Чтобы что? Чтобы он отдохнул и уже смог дальше делать то, ради чего он нам и нужен. Потому что мы все понимаем, что если этого не сделать, то телефон рано или поздно крякнет. Он просто не выдержит. И это нормально. Вопросов вообще ни у кого нет. То же самое мы делаем с компьютером. То же самое мы делаем с нашей машиной. Сейчас автомобиль практически есть в каждой семье, а то и два. У многих уже по плану расписано техническое обслуживание машины. Все вовремя меняют колеса зимние, летние, расходники. Все за этим следят. Ни у кого вообще вопросов нет, потому что это вопрос состояния машины, а значит нашей безопасности. Здесь все у всех по полочкам разложено, все расписано, в бюджет заложено. По крайней мере, так или иначе, все нормальные люди стараются соблюдать, потому что понимают, что это просто норма жизни. Без этого точно никак. Вот к технике мы научились относиться. Мы, в принципе, не то что научились относиться, мы ее бережем. Мы ее покупаем, мы вкладываем в нее деньги, выбираем перед этим, долго выбираем, что нам купить. Купили, радуемся, обмываем. По крайней мере, мы знаем, для чего она нам нужна. И без них наша жизнь сейчас вообще, даже, мне кажется, ее представить невозможно. Телефоны, компьютеры, машины уже так прочно и плотно вошли в нашу жизнь и действительно закрывают огромное количество нужных и важных вопросов. И вот теперь я плавно хочу перейти к моим наблюдениям и предлагаю вам посмотреть тем же взглядом, с таким же отношением в себя и в свое состояние. Но здесь, конечно, я уже немного лукавлю, потому что я вам предлагаю посмотреть все-таки моими глазами, как я вижу, как желательно бы смотреть на себя и на свое состояние. Потому что очень многих людей я сейчас вижу именно вот такими, как телефон, компьютер до
выкл, глючащими, уже мало что соображающими, практически уже ничего не соображающими, которые, да, находятся на ходу, вроде бы даже что-то делают и очень активно делают. Но вот это вот приходит такое слово трескотня, напоминает мне имитацию бурной деятельности. Потому что в итоге, да, люди делают и прямо носятся, и что-то с очень важным, серьезным видом они делают. Я таких людей вижу очень много. И постоянно суета, суета, суета на грани истерии, внутренней скрытой истерии, которая в итоге заканчивается разочарованием, потому что вложено огромное количество сил, огромное количество времени, денег, беготня по какому-то невидимому кругу, по которому человек носится, уже ничего не соображая. А когда очухивается, получается, что смысла как такового-то и нету. Как сейчас это говорят, выхлопа-то нет. Ради чего бегал-то? Ради чего носился-то? Вот. И поэтому дело-то в том, что сейчас вот это состояние, оно уже очень сильно усугубилось. Вот. Потому что вот сейчас я и хочу озвучить те наблюдения, которые, я имею в виду уже одни из последних самых наблюдений, которые меня и заставили начать этот разговор, потому что все, что я говорила до этого, это уже, так скажем, постоянные наблюдения из жизни. Тут, в принципе, ничего нового я, наверное, и не озвучила. Наверное, кто-то из вас это уже даже слышал, сам понимает. Вот. А то, что вот меня заставило начать этот разговор, то ситуация здесь, короче говоря, такая. Как бы мне не хотелось, конечно, говорить на оптимистичные темы, но я все равно стараюсь этот разговор все-таки свести к тому, чтобы просто-напросто, чисто в рабочем порядке принять эту информацию и, в общем, тут, как говорится, задуматься и что-то сделать, если это все-таки вас касается и очень сильно совпадает с вашим образом жизни, что я выше сказала. Я думала, что этот разговор я вчера начну, но вчера уже, в общем, как там напряг в атмосфере сильно зашкаливал. Я тут дала все-таки время для паузы, на выкл себя поставила. Уж это я, слава богу, умею делать. И пришла сюда с разговором не просто загрузить моими вот этими наблюдениями, чтобы прессануть дополнительно. Нет. А в качестве, я еще раз говорю, чисто рабочей такой планерки, дать информацию и просто-напросто показать просвет, чтобы уже относиться к этой информации именно вот как к той же технике вы относитесь. Вот то же самое, только себя поставить в этот ряд, а желательно в первую очередь. Так вот, вчера меня просто одолели со всех сторон сирены пожарных машин. Я, конечно, их и раньше слышала вместе со скорыми, реанимациями, но то, что происходило вчера, у меня уже, я поняла, все, перегрев пошел. Вот перегрев внутреннего вот этого термостата, внутреннего человеческого термостата уже зашкаливает. Вот. И поэтому постоянный вой пожарных машин показал, что здесь уже очередная
ситуация, наверное, СОС, потому что то напряжение, которое сейчас существует, оно уже срывает все пробки, все предохранители, летит все уже. Это вот как раз результат того, что я все время говорила, взрывается в людях все. Потому что если вы внимательно смотрите вообще за событиями в жизни, в мире, наблюдаете не только негатив, а побольше, пошире, вы, наверное, уже слышали, что, например, в конце года а, было очень много аварий водоснабжения. Прокатились просто волной. Было очень много аварий теплоснабжения. Вообще, конечно, системы старые, я здесь не об этом говорю. Сейчас я не углубляюсь в политические какие-то социальные вопросы того, что там не вкладываются, системы не меняются. Я не об этом. У меня другая задача. Это да, есть, но в то же время есть еще незримые вопросы, которые я сейчас и озвучиваю. Потому что на самом деле, знаете вы это или нет, понимаете или нет, но очень важное значение сейчас, всегда, а особенно сейчас, имеет состояние каждого человека и всех людей вместе. Все формируется всем тем содержимым, которое накоплено у каждого из нас, ну и получается в совокупности. Что мы имеем внутри, то мы транслируем наружу. И вот это наружу копит все наше вместе. Это как в большом котле все варится. И, естественно, влияет на все остальное внешнее пространство. Я надеюсь, я понятно сказала. Ну, я очень надеюсь. А так как внутри каждого человека сейчас накоплена большая история и разная, я вот сейчас просто застряла, останавливаться на этом более подробно или нет. Наверное, все-таки подробно немножко скажу, что сейчас в каждом человеке, имеющем физическое тело, давайте я просто физическое тело буду охватывать. Ну, понятно, есть физическое тело, есть тонкие уровни. Я сейчас про физику буду говорить. В физическом теле накопленная история такая. Это тот багаж, с которым он пришел в это воплощение. То есть это накопленная история по роду отца, по роду матери, генетика, кровь. Потом начинается его личная история. Какие-то истории притягиваются в соответствии с уже имеющимся багажом от родителей и, соответственно, от рода. Есть какие-то истории, которые происходят уже в личной жизни человека, уже я имею в виду при этом воплощении. И так, в принципе, продолжалось вот до современного нашего времени, когда началась история перехода планеты на новый уровень. Все это происходит не просто так и не само собой, а при помощи тех энергий, которые льются с высших уровней для того, чтобы пробудить планету и все человечество. И, соответственно, все эти энергии влияют на каждого из нас. Хочешь ты, не хочешь.
нравится тебе, не нравится. Это как солнечный свет, действует на всех. Как закон гравитации, как законы физики, действует на всех абсолютно. Это просто льется сверху. И вместе с этим, вследствие этих потоков, они же льются не только на людей, они льются вообще, просто льются. Они льются в том числе на землю. И вследствие этих потоков пробуждена Земля тотально. Об этом я делала уже официальные заявления. И вместе с тотальным пробуждением Земли произошло пробуждение родовых наших корней. Немножко так завуалировано. Не то, что завуалировано, а как-то тавтология получилась. Короче, пробуждение корней произошло. Вот. Об этом я тоже писала. Это тоже все не просто так. Это все имеет свой смысл и большой для того, чтобы очистить историю рода по возможности от того, что нужно очистить. Для чего? Чтобы иметь более ресурсное состояние сейчас. И вот в результате на сегодняшний день в каждом человеке, повторяю, имеется багаж, который на старте был дан по роду отца, по роду матери, потом личный багаж копится, потом плюс энергии свыше и плюс энергии снизу, уже от корней. Они тоже на нас сейчас влияют. И вот представьте, человек находится под большим прессингом. И все это давит. Клетка человека, вот представьте в клетке человека, сколько много составляющих. По роду отца, по роду матери, личный багаж сверху льется и снизу давится. Вот все это вот. И вот одна клетка выдерживает вот это все. И там, да, есть ресурс, иначе бы вы сейчас не слушали эту запись, иначе бы вас сейчас не было на этой земле. Там много ресурса. На самом деле сейчас на планете, можно сказать, реально выжившие. Вот. И сейчас здесь все сильные, здесь слабых нет. Однозначно. Вот. И поэтому в клетке человека сейчас происходит, конечно же, просто варево. А так как энергии ни на мгновение не прекращают свое, я имею в виду свыше и снизу, не прекращают свое воздействие, то они, получается, как поршень, давят на клетки постоянно. И вот это вот скопившееся внутри уже получается грязь, потому что надо было от нее освобождаться раньше, не сделали по каким-то причинам, но она уже превратилась в токс точно. И там уже балласт, самый настоящий балласт. И вот этот балласт начал выдавливаться из людей с 2020 года. Вот на все это активно, интенсивно начало продавливаться как раз во время изоляции. Если до этого еще было такое расхлябистое, движение, так, в общем, как-то больше на уговорах, больше, в общем, на каких-то, более мягко, я так скажу, это все происходило, то с 2020 года всех посадили, всех закапсулировали, начали уже, заставлять, чтобы люди стали все это дело кубаторить, смотреть, пересматривать. Вот. И как раз вот эта вся грязь и полезла во время изоляции из всех щелей из нас. И мы не смогли это все выдерживать. Почему начались разводы, почему начались конфликты. Вот эта грязь, она так и продолжает влиять на всех, естественно, уже усугубившись, потому что мало кто сделал выводы, мало кто что сделал для себя в то время.
как-то рассосалось, вроде бы как-то уже кто-то адаптировался, кто-то как-то подстроился, и вроде бы как-то это. У многих с большими непростыми последствиями. Я знаю, что у многих заболевания обострились или появились, там очень много людей ушло. Это все из-за этого, потому что вот как раз причина всех тромбов — это вот та энергетическая, вот эти все энергетические балласты, которые вовремя были не вычищены. Ну, здесь просто констатация факта. Это не хорошо, не плохо, просто как есть, так и говорю. Вот. И эта история так и продолжает. Господи, мысли вперед, слов бегут. Постараюсь помедленнее говорить. Эта история продолжается. И вот сейчас градус вот этого внутреннего напряжения уже зашкаливает. Поэтому люди уже мало что соображают, поэтому люди ничего не понимают, что происходит с их психикой, потому что вот все это внутреннее содержимое давит уже на все клетки, на мозг, на психику, на хоть какие там нейронные связи, потому что невозможно быть спокойным и ресурсным, когда, извините за выражение, все подкипает и все взрывается внутри. Ну, это просто с анатомической точки зрения невозможно. Отсюда сейчас проблемы с сердцем у людей, инфаркты, инсульты, онкология. Это все отсюда. Это все отсюда. И поэтому вот это напряжение люди каким-то образом заглушают, кто как. Кто через красно-белое, кто через какие-то другие посиделки, кто там как-то выбирается куда-то, кто все-таки какой-то отпуск себе старается организовать ближе к природе. Ну, у каждого свои. Я, конечно, вижу много крайностей. Как правило, никто ничего не делает. Вот это все продолжает взрываться все больше и больше. И вот через красно-белое. Самые оптимальные варианты для людей. Ничего не делать и вот сюда. Методом, привычным методом, как говорится, ближайшей точки. Вот. Но это ведь не может не... Это само не рассасывается. Вот эта дурацкая фраза, которая, если честно, она никак уже не... Я ее и поменять не могу, почему ее дурацкой называю, потому что она никак не уходит с моего лексикона. Само не заканчивается, само никак ничего не рассасывается. Это нужно только убирать. Вот. Но люди этого не делают. Происходит то, что происходит. И вот началось новое. Потому что это же все равно в любом случае влияет уже на внешнее пространство. Отсюда все конфликты, отсюда агрессия, непонимание. Люди друг друга реально не слышат. Это уже точно. В таком состоянии это просто невозможно. Но, по крайней мере, услышать разумно и о чем-то договориться точно нереально. И каждый видит другого через вот свою вот эту внутреннюю агонию, через внутреннюю войну, которую он никак не может закончить. И поэтому вот это внутреннее напряжение, я еще раз возвращаюсь вот к состоянию клетки, представляете, что там сейчас творится? Там творится агония, если ничего вообще не сделано. Агония в каждой клетке. А вот весь человек — это вот один сплошной кипящий котел. Там уже крышку сносит. Но люди продолжают жить, как будто бы
подумаешь. Не знаю, как продолжают жить. Я не знаю, чем они руководствуются, я вам честно говорю. Я вообще не представляю, как такое можно выдерживать сейчас напряжение. Я имею в виду ничего не делая. Ничего. Вот, я по другую сторону нахожусь, и поэтому даже представить не могу, какие фразы могут быть в голове у этого человека, чем они руководствуются. Вот. Так вот, это напряжение уже сейчас влияет на внешнее пространство. И все не так просто, как кажется. Дело в том, что люди с сильной энергетикой способны своим настроением влиять на окружающее пространство и сильно. А я уже сказала, что здесь в основном сейчас все очень сильные люди у нас. Я думаю, что для многих не будет секретом, если я скажу, что иногда от перепадов настроения, от негативного настроения, там глючит техника, что-то со светом происходит. Это все отсюда. Это все влияние внутреннего, очень сильного воспаленного напряжения. Это особенно касается женщин. Прислушайтесь к этой информации, она очень серьезная. И поэтому, когда я уже с каждым днем все больше видела, сначала просто видела я пожарные машины, а вчера я их слышала с утра до вечера в разных концах города, я поняла, что уже очередной, наверное, СОС. Я больше никак его назвать не могу. К сожалению, увы и ах. Очередной СОС, когда уже не выдерживает проводка, горят квартиры, дома. И от этого не сбежишь. Поэтому я еще раз говорю, ваше состояние касается не только вас, оно касается всех. И вы своим состоянием каждая влияете на внешнее пространство. Обязательно. Все, что сейчас происходит в вас, вы хотите этого или нет, но вы транслируете это дальше. И я предлагаю относиться к этим знакам, подсказкам жизни, Вселенной, их все по-разному называют, к этой информации, если вы ее слышите, более внимательно. Отслеживайте свое состояние, что происходит в вашей квартире, что происходит с вашей водой, с вашей электрикой, с вашей техникой. К вашей технике вы относитесь с уважением. Почему к себе иначе? Технику рано или поздно, даже если она выйдет из строя, вы можете поменять. А какие запчасти есть у вас? Есть еще один такой вариант вас, где вы сможете заказать такую модель для ваших близких. Да, для себя. Второго тела не будет. Ни одного второго органа не будет у вас. Да, могут поставить. Но опять это деньги, опять же здоровье, восстановление со всеми вытекающими последствиями. Те же заболевания, о которых я уже выше сказала, это все отсюда. От такого отношения к себе, когда человек наверное, ценит все и всех, кроме себя. Так, наверное, скажу.
Ценит то, что не нужно. Вот, более правильно. Так что вроде зима, вроде февраль, не лето, когда высокий уровень пожарной безопасности. Но однако же пожарные машины носятся как угорелые целыми днями по городу. Причем с сиренами, не просто, а с сиренами, да по нескольку штук. Я думаю, вы их тоже видите. Когда попадаются ситуации, знаки, касающиеся экстренных служб безопасности, это всегда вопрос здоровья, это всегда вопрос личной энергии, состояния. Что это для вас? Если у вас все в порядке, да ради Бога, но такой навык иметь необходимо в своей жизни. По крайней мере, притормозить, а туда ли я иду, а туда ли я пошел, а надо ли мне это. А действительно мне туда вообще надо или нет. Потому что вот для меня всегда вот такие ситуации — это всегда очередной стоп. Очередной такой небольшой тормоз. По крайней мере, для себя остановиться. Все ли со мной в порядке? Для меня это грамотная и взрослая жизнь. Просто норма. И вот когда я наблюдала еще раньше эти пожарные машины, но там пришло время разговаривать здесь по поводу скорых реанимаций. Вот это я уже делала. Время СОС. Вот весь февраль я об этом говорила. Ну, пожарные машины были, но не так. В основном те службы больше ездили. Вот. А сейчас пожарные. Я тоже себе задала вопрос, все ли у меня там в порядке, нормально. И вот только после личной сверки, абсолютно рабочей для меня, я пришла сюда. Потому что для меня это означало, что это мне нужно поговорить здесь, передать эту информацию здесь, обратить внимание на то напряжение, которое зашкаливает в каждом. Если я имею в виду, ничего не сделано, не оказана помощь себе в нужное время любого плана. Особенно если она должна быть экстренной. Вот. Вот такие дела. Сегодня, наверное, разговор можно назвать такой беседой в кабинете
по технике безопасности. Есть такие отделы при любом предприятии, где обязательно каждый, кто устраивается на работу, проходит инструктаж. Вводный инструктаж, первичный, повторный. Есть целая специальная прям книжка у каждого работника. И это нормально. Каждый проходит определенные, не проходит, я имею в виду, изучает правила, как нужно делать, что нужно делать. И это нормально. Вот то же самое сегодня я, похоже, и здесь делаю. Всех пригласила в кабинет по технике безопасности и предлагаю смотреть на свою жизнь с этой точки зрения. Провести, наверное, для кого-то внеплановое ТО, техническое обслуживание, технический осмотр себя, если так можно сказать. Ну, просто фразы понятны, я так уж улыбаюсь, говорю. Я уж не буду говорить человеческий осмотр. Вот. Ну, более понятно, я надеюсь, вы поймете, о чем я говорю. Вот. И сделать себе ту перезагрузку, которую вы делаете для своей техники, для своих телефонов, компьютеров. Вот, потому что если вы этого еще не сделали, ну, включите свою фантазию. Что может быть в итоге? Я думаю, опыт с той же техникой вам сразу подскажет все нужные ответы для вас сейчас. Вот такие дела, друзья. Вот. Подзастряла немного. Просто слушаю себя, говорить ли еще что-то. Есть что сказать, но тишины сейчас больше. Значит, будем сворачиваться на сегодня. Все. На сегодня наша встреча с вами окончена. Я надеюсь, что она для вас была полезна, так же, как и предыдущие. В кабинете по технике безопасности обратную связь не просят. Там просто инструктируют и под подписи отправляют. Но я все-таки в другом пространстве, на своем месте. И если вам захочется отозваться, то буду рада. Ладно, друзья, все. Давайте хорошего вам всем дня. Я на связи. Пока.